Вот я сижу здесь на скале, пляж Пасифика, закат передо мной. Сегодня 1 января 2015 года. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам того, чего бы вы хотели в своей жизни. Это во-первых. Во-вторых, того, может быть, что вы не знаете, чего бы вы хотели, но то, что было бы для вас хорошо. Хотя это может быть субъективный момент, что хорошо для человека. Но такие важные моменты, как материальная сторона, к сожалению, мы живем, я думаю, к сожалению, да, мы живем в материальном мире, где средства важны, чтобы вам их хватало. Второй момент, как всегда, традиционно здоровье. Без здоровья очень-очень тяжело. Или если проблемы со здоровьем, чтобы было оно нормально, чтобы вы умели поддерживать и улучшать. Чтобы были друзья, любовь, процветание, чтобы были какие-то искры в жизни, чтобы хотелось чего-то делать, достигать чего-то, результатов, каких-то творческих успехов, как бы воплощение разных планов в жизнь. Вот. Посмотрите, какая луна красивая, холмы сзади меня. Вот. Так что много-много всего хорошего, приятного, чтобы ваше дело, ваша жизнь была наполнена энергией, радостью, счастьем, людьми, которые также вас воодушевляют на новые дела, с которыми интересно и приятно общаться. Вот сейчас уже закат, несколько минут, минут 20, наверное, проходит уже начинает темнеть стремительно здесь. Чего хотелось бы в будущем этом году, в 2015? Чтобы было меньше войн, меньше зла, меньше зависти, меньше проблем у людей в мире, меньше болезней. Это, конечно, очень большие задачи, большие пожелания. Но если мы все приложим немножечко усилий, то мы сможем какую-то сторону все-таки повернуть. Многие вещи, обстоятельства вокруг нас, приложить к этому усилия. Каждый помаленьку, так может весь мир измениться. Ну, конечно, многие могут спорить, что это немножко наивно. Но в любом случае, начинать все надо с себя. Вот. И, может быть, меньше винить окружающий мир. Мир, он идет, он проходит, время проходит, люди рождаются, стареют, умирают. А мы сами, наверное, можем только прикладывать усилия. Кто-то прикладывает меньше, кто-то больше. У кого-то иногда наступает усталость, в жизни хочется отдохнуть, задуматься о том, что свершилось, что не свершилось, что не сбылось. У кого-то все идет отлично, но все равно, может быть, иногда хорошо подумать и о том, что когда все не будет отлично, если у вас запас средств на будущее, на старость, на пенсию, на детей, на внуков, для ваших родных, для себя же. Например, даже дом для престарелых или какие-то условия, найм, помощи в будущем. Сможете ли вы это сделать? Или все просто вы проедаете, протрачиваете на какие-то излишества или просто на комфорт сегодняшнего момента? Буддисты, конечно, думают о жизни сейчас. Но это не значит, что не надо планировать и думать о будущем. Такие пару мыслей просто мне в голове. Пока здесь еще люди занимаются серфингом и наслаждаются водой. И, наверное, красивым видом и природой. Может, они тусуют здесь, потому что им нравится сливаться с природой и чувствовать приятное движение воды, и когда скользишь по волнам на доске, это классно. Я немножко занимался серфингом на Гавайях, буквально пару раз. Мне очень понравилось. И в Лос-Анджелесе тоже там тепло. Но мне нелегко совладать с большой доской, когда большая волна, чтобы ее пройти, а потом уже ловить ее обратно к берегу. Обратно ловить к берегу это полегче, но пройти волну
то есть поперек, и проплыть, и потом ждать момента, это очень сложно. Особенно, когда громадная доска. А маленькая доска меня не держит, она тонет. То есть вешу я немало, но не то, что мамонт, а просто я сам не маленький. И ростом, и строением. Когда-то я прикалывался с другом. Я ему рассказал, как в социалистическом еще зале в России, когда я жил, я качался, занимался спортом, все, но просто поднимал веса. И однажды там тренер мне сказал: о, у тебя мамонтовая кость. По-английски это звучит, конечно, очень смешно, потому что я когда перевел другу в Нью-Йорке, сказал mammoth bone. The trainer told me that I have a mammoth bone. Это звучит очень смешно, потому что слово bone или кость еще и другое имеет значение. Можете сами догадаться, какое. Вот там какой-то огонек. Может быть, это маячок, а может быть, это какой-то корабль. Но вообще-то давно же не двигается.